Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня я хочу показать вам одну интересную игрушку под названием Songs of Six. Наверное, так как-то читается, я не очень хорош в английском. В общем, игра, градострой, но с одной очень интересной особенностью, которую я хочу вам показать. Возможно, вы уже видели эту интересную игру от других каких-то блогеров, летсплееров, и сейчас я покажу уже свой опыт этой игрушечки. Для начала игры нам предлагают выбрать одну из 6 уникальных рас, но это не ограничивает нас, потому что мы можем играть не только за эту одну расу, мы можем приглашать и другие расы в наше поселение, потому что у каждой расы есть свои, так сказать, сильные моменты. То есть, допустим, критонцы, ну я их называю просто пиглины или орки, они, допустим, хорошие фермеры, легко им угодить и такое. Но при этом они имеют низкий боевой дух, одержимы едой, плохие промышленники. Люди же имеют классический такой стандартный набор, то есть они хороши почти во всем, но при этом они чаще склонны к преступлениям и психической неуравновешенности. Поэтому мы за них и начнем. Потому что за пиглинов было бы слишком легко начать играть. Мы начнем за людишек. Здесь есть еще органиане, назовем их органиане, лесные эльфы, тараканы, наверное, и гномы. Начнем играть мы за людей. Я уже в эту игрушку довольно-таки неплохо поиграл, поэтому у меня есть уже открытые некоторые бафы, которые я использую. Это на увеличение количества людей, это на, вот, как раз таки оно, на увеличение количества знаний, на более эффективное производство и на более лучшую торговлю. Всего их можно выбрать 5 штук. Я вот выбрал пока 4, которые сам и открыл. Сейчас мы сгенерируем наш мир и как раз таки посмотрим место, где мы и поселимся. Я хочу выбрать какой-нибудь умеренный климат, желательно, наверное, в горах. Почему? Потому что горы богаты ресурсами. Нас очень сильно интересует как раз таки железо. Железо, да, в основном железо. Конечно, уголь было бы тоже приятно получить. Но как-то я пока здесь, вот здесь неплохо, но здесь у нас теплый климат. И здесь написано, что люди не предпочитают теплые климаты. И будет сложнее угодить им. Ну, честно вам скажу, давайте перегенерируем карту. Благо игра позволяет это сделать. И попробуем найти что-нибудь интересное. Это у нас умеренный климат, здесь очень много угля. Но здесь вообще нет практически железа. А где же оно у нас здесь есть? Вопрос очень хороший, интересный. Здесь есть железо, но здесь кроме железа больше ничего нет, да? Ну и плодородие земли 79%, что позволит нам более эффективно выращивать, я думаю, пищу. Но здесь, видите, проблема в том, что 60% карты будет занято горами, что в будущем принесет нам довольно-таки неприятные, на мой взгляд, проблемки. Но можно вот чуть-чуть вот так сделать, пожертвовав плодородием, но уменьшив количеством клеток гор. Давайте так и сделаем. Игра сама по себе делится на два таких основных этапа. Это первый классический градостроительный симулятор, которым мы сейчас и будем заниматься. И второй это уже идет на глобальной карте игра. Похоже чем-то на Crucible Kings или на Europa Universalis 4, на мой взгляд. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет градостроительный момент этой игры. Как вы видите, у нас есть залежь железа, его очень много. И оно у нас находится, ну, вот здесь в горах, это в принципе логично. Здесь есть у нас залежи глины, чуть-чуть железа, какие-то пастбища непонятненькие. Но я думаю, мы, скорее всего, здесь железо тоже есть. Или здесь камень у нас и уголь, да? Да, у нас уголь есть, классно. Давайте тогда где-нибудь остановимся. И у нас вообще нет воды на карте. Да? Ну, это небольшая проблема на самом деле. Я бы хотел, наверное, поселиться где-нибудь вот здесь. Да. И у нас сразу 65 человек. Это благодаря тому, что я уже в игрушку поиграл. И поэтому у нас уже изначально изначально увеличенное количество людей. Благодаря этому. Первым делом давайте мы начнем обустраивать. Сделаем им дорожечки, чтобы все было красивенько. И будем ставить главные фундаментальные строения, которые помогут нашему поселению более-менее нормально функционировать. Начнем со склада. Такой небольшой складик. Можно даже еще чуть расширить. Почему нет? Склады маленькими не бывают. Их много тоже не бывает. Склады это всегда очень полезно.
иметь в большом количестве, на мой взгляд. Давайте сейчас мы вот так еще поставим парочку. И вот здесь какой-нибудь маленький огрызочек, вот так, да. Разместим большое количество, я думаю, дверей со всех сторон. Сделал это для того, чтобы можно было к этому зданию получить доступ с любой, так сказать, стороны света, чтобы нашим людишкам было проще приносить, забирать материалы, что в будущем должно ускорить процесс работы нашего поселения. Следующим шагом, я думаю, будет размещение базовых строений, которые будут удовлетворять их базовые потребности. Поставим очаг. Это место позволит им коммуницировать друг с другом. И, конечно же, самое главное, не замерзать. Поставим оратора. Он будет развлекать нашу толпу интересными всякими новостями. Ну и, конечно же, не надо забывать про колодец, потому что вода всему голова, как говорится. И сделаем здесь что-то наподобие, я думаю, площади. Все это мы сейчас застелим, чтобы было красивенько. И давайте теперь думать. Нам пригодится, я думаю, как минимум уборщик. Потому что здесь у этих зданий, не только у зданий, ну и даже у дороги есть такой аспект, как он называется? Он называется деградация. И со временем любое здание деградирует, что приводит к уменьшению скорости работы этого здания вплоть до нуля. Ага, здесь инструментальный забыл ящичек поставить, да? Сейчас давайте мы это исправим. Будет здесь рабочее место на 10 человек, да? Блин, надо чуть меньше сделать, потому что мне не хватает. Здесь здание строится не из готовых пресетов, как вы уже заметили. Ну, некоторые из готовых пресетов по типу костра, колодца, но большая часть зданий строится именно вручную. Благодаря тому, как мы непосредственно сами будем размещать предметы, которые входят в это здание. То есть, допустим, для уборщика нам нужно поставить рабочие места, которые дадут нам, как бы это глупо ни звучало, рабочие места. Инструменты же являются дополнительным предметом, который повысит эффективность работы наших вахтеров, наших рабочих. Ну, по крайней мере, в этом здании называется вахтерами. Поэтому давайте мы здесь попробуем запихать как можно больше, но да, давайте так оставим, я думаю, пока что. И пусть они потихонечку будут сейчас делать это все. Пока они у нас занимаются строительством, я хочу еще поставить, нам еще, я думаю, пригодится, ну, дома, да. В принципе, бы они нам пригодились. Давайте сначала мы попробуем накормить наших людей. У нас здесь, я вижу, пастбища есть вокруг какие-то. Давайте здесь же мы рядышком и организуем небольшого такого охотника, чтобы он занимался как раз таки непосредственно охотой. 2 человека будет этим заниматься. На мой взгляд, вполне должно хватить теоретически. Давайте пусть делают. Мы еще прокинем здесь дорожечки. Дорог много не бывает, поверьте мне. Они выполняют очень важные функции. И давайте познакомимся уже поближе с нашими людьми. То есть вот у нас есть человек. У него есть свои определенные потребности, свое мнение и то, что он там хотел бы получить или наоборот, что ему не нравится. То есть этот человек хотел бы получить больше одежды, получить лучшее образование и так далее. У каждого жителя есть свои потребности. То есть в чистоплотности, в том, как он ходит в туалет, в голоде, в жажде, в религии и так далее. И у каждого поселенца, в зависимости от его расы, есть физические данные, которые дает ему его раса. То есть люди, к примеру, весят в промежутке от 1 до 2, имеют такую-то скорость, только-то живут, имеют определенные бафы на работы, имеют определенные бафы для работы в определенных заведениях. То есть, допустим, люди хорошо работают в универах, в библиотеках, неплохие ремесленники, но при этом они ничего не понимают в выращивании опиатов. Образно. И есть третья вкладочка, которая показывает нам то, насколько мы сильно удовлетворяем их потребности в определенных аспектах. То есть, допустим, у этого человека есть потребность в законе. В то, сколько мы казним людей, сколько будет осуждено, сколько будет лишено свободы и так далее. У каждой расы это все очень индивидуально. У одной расы, допустим, есть положительная потребность в казнях, как у людей, допустим. То есть, когда мы казним кого-то, люди будут этому радоваться. В тот же момент те же самые пиглины
они будут, наоборот, расстраиваться, то, что мы кого-то убиваем. Как-то так. И на этом у нас и построена вся наша игра. Вот как раз таки, пока я вам объяснял, у нас застроился склад. Давайте мы сразу выделим для этого склада ящики под хранение абсолютно всех видов ресурсов. Потому что будет, я думаю, наш такой центровой склад, который и будет как раз таки заниматься складированием большей части наших ресурсов. Будет таким типа хабом, из которого будут потом перераспределяться наши ресурсы по более низким логистическим цепочкам, в которых уже будет происходить непосредственно переработка. И давайте, я думаю, мы сейчас организуем жилье наше прекрасным людишкам. Или не очень прекрасным. Поставим пока что 4 квартирки. Вот таким образом, я думаю, вполне им должно хватить на какое-то время. И будем думать уже о других материях. К примеру, нам нужно наладить нам нужно производство пищи. Здесь у почвы есть плодородие, которое является множителем к тому, сколько фермер произведет на этом поле ресурсов. Вот как вы видите, беленькое — это хорошее плодородие, синее — это не очень. Чем темнее, тем хуже плодородие. То есть вот здесь, к примеру, плодородие является 46%, что просто, кошмар. Здесь вот 73%. Но помимо этого также есть некоторые лайфхаки, которые позволят нам увеличить выработку фермы и повысить плодородие тем самым. Но для начала давайте мы прикажем нашим людишкам порубить немножко лес, пособирать камень, потому что без этого никуда. Оно нам в любом случае все пригодится. И, конечно же, прикажем нашим людям собирать еду и, в принципе, другие предметы, которые дикорастущие. То есть вот здесь мы овощи пособираем, здесь мы тоже овощи, и здесь хлопок, и фруктики, и все вот это мы сейчас повыделяем, чтобы наши люди могли это сами уже ходить и собирать. Для того, чтобы здесь поставить поле, нам нужно непосредственно найти семена, растения, которого мы планируем в будущем выращивать, и только потом они смогут достроить поле. В противном случае у нас ничего не получится, поэтому это нужно делать, очень важно. Иначе фермер из вас не получится, как бы вы этого сильно не хотели. И давайте мы сразу запланируем овощную ферму. Здесь я вижу плодородие такое, неплохое. Организуем, наверное, где-то 16 на 16 клеток. В среднем на такое количество хватает 2 рабочих. Не 2, даже 3. И сейчас достроится, я вам покажу, как можно увеличить плодородие этой фермы, чтобы как раз таки всем людям, как можно увеличить плодородие этой фермы, чтобы увеличить ее дальнейшее производство. Как видите, наши люди потихонечку отстраивают себе домики, в которых будут жить. Поначалу они будут абсолютно пустые, и мы можем регулировать как раз таки то, насколько они красиво будут жить, насколько они будут роскошно, так сказать, жить. Выделять им больше дерева, драгоценностей, утвари, мебели, тканей, для того, чтобы они могли брать их со склада и уже непосредственно наводить, так сказать, марафет у себя дома, делать это более красиво и чтобы они жили более комфортно. Но пока что у нас ресурсов довольно-таки мало, я бы сказал, даже ограничено. Мы таким баловаться не будем, потому что в этом нет пока большой необходимости. Будем пока ждать, пока подождем строительство фермы. И пока они это делают, проверим нашего охотника. Он уже здесь потихонечку, вижу, добывает нам мясо. Это неплохо. И еще я хотел бы вам показать интересный лайфхак. Как на карте, где нет, я наврал вам, есть небольшой прудик, как заняться рыболовством максимально эффективно. Вы видите, у рыбалки, так же как и у фермы, есть свои уровни количества рыбы. То есть вот есть 2 плюсика, это мало рыбы, 3 плюсика, это средняя рыба, и 4, это значит, что там рыбы очень-очень-очень много. Но, как вы понимаете, у нас на нашей карте всего вот такой маленький оазис с рыбкой. И что же нам делать? Можно, я его сам придумал, это лайфхак. Это довольно геморно, но, поверьте мне, довольно сильно окупается. То есть мы берем и в любом участке карты начинаем копать каналы. И находим вот как раз таки рыбку. И если продолжать копать во все стороны, то рано или поздно найдется рыба 4 уровня. 4 плюсика, что позволит нам как раз таки сделать максимально эффективную рыбалочку.
Нам сейчас не повезло, мы это закопаем, мы будем так копать, закапывать, копать, закапывать. Но здесь, как вы видите, проблема в том, что здесь очень у нас мало воды. Очень ее мало. Поэтому давайте вот это все позакапываем лишнее, чтобы поднять уровень воды. Потому что нам здесь все равно это не нужно особо. Чем больше мы копаем клеток с водой, тем ниже становится общий уровень воды. Что не дает нам копать еще больше каналов. Как бы не такое несложное правило. Ну, как видите, нам пока не хватает овощей, чтобы мы досели. И как нам повысить плодородие? Давайте посмотрим. Вот изначально плодородие вот у этой клетки 60%, да? Мы можем его повысить, вырыв вокруг фермы канал водный. Сейчас они его выруют, и мы посмотрим, сколько стало плодородия у той клетки. И пока наши люди здесь, я вижу, да, потихонечку убирают воду. Они молодцы в этом. Мы не уберем только, наверное, вот эти квадратики, потому что здесь, возможно, мы и займемся рыбалкой. Здесь прям хорошее место для рыбы, я вижу. Мы его оставим. Возможно, даже раскопаем. И, как вы видите, наш охотник умер во время охоты. Давайте мы построим ему сейчас... Что мы ему построим? Правильно. Построим ему могилу. Пусть он там будет отдыхать. Это нужно для того, чтобы, ну, как минимум увеличить... Как минимум для того, чтобы закрыть потребность людей в религии. А как максимум для того, чтобы не допустить инфекций. Вот видите, мы здесь прокопали каналы. И плодородие клетки поднялось на 20. Было 66, стало 86. Как вы понимаете, это, ну, очень приятный такой бонус. В общем, получаем мы к выращиванию необходимых нам культур. Сейчас я займусь тем, что постараюсь отыскать рыбное место и вам показать. И пока я занимался раскапыванием и поиском рыбных мест, у нас как раз таки наши фермеры уже достроили первую ферму. Здесь будут работать 3 человека и производить нам определенное количество овощей. На первое время нам это должно теоретически хватить, но давайте мы не будем жадничать и построим еще одну такую же ферму. Так, она у нас должна быть 16 на 16, насколько я помню. Здесь уже плодородие чуть похуже, но мы это постараемся компенсировать за счет того, что выроем каналы вокруг фермы, что должно будет нам увеличить плодородность. Здесь я вижу, мы ничего не нашли. Ну, вернее, 3 плюсика это неплохо, в принципе, но я бы вам советовал, если вы планируете сами играть в эту игрушку, искать 4 плюсика, потому что это будет очень большой прирост вам пищи. Вот, как видите, я благодаря раскопу нашел вот эти 4 плюсика. И теперь давайте мы их будем расширять и искать, так сказать, полностью жилу. Я буду называть ее жилой, потому что, ну, мы все-таки занимаемся раскопками рыбных мест, что, в принципе, звучит, понимаю, очень идиотски, но игромеханически это работает. Это то ли баг, то ли лайфхак, который я нашел, поэтому... Не знаю, на месте разработчика я бы, наверное, задумался о том, что это не очень правильно, когда вот так происходит, потому что, ну, рыба должна все-таки водиться в местах, в прудах, в озерах, а не то, что я должен заниматься раскопками и в поисках рыбных мест. Ну, конечно, это я, скорее всего, делаю неправильно, в плане, что занимаюсь подобным, но с точки зрения механики игры, игра мне позволяет это делать, и это имеет очень большой смысл в плане выхлопа рыбалки. То есть мы сейчас разместим здесь рыбное место, разместим место под складик, поставим здесь сразу хранилище, побольше, мелочиться не надо. Рыбы будет очень много. И поставим здесь вспомогательные установки, постараемся сэкономить, поставим самую маленькую, которая нам необходима. Вот такую, значит, мы разместим. Проблема в том, что им нужна мебель, да? Давайте... здесь в любом случае мебель нужна. Но вот как раз таки сейчас у нас появилась необходимость в строительстве новых структур. Во-первых, мы расширим наш склад, потому что я вижу, у нас уже очень много всего. Они заполнены и горят из-за этого розовеньким. Мы сейчас расширим склады и начнем заниматься первым промышленным сектором, так сказать. Построим здесь плотников. Я строю здания маленькие, потому что, на мой взгляд, так более эффективно их делать, если так можно сказать. Разместим вот так.
Здесь будет работать 20 человек. Поставим хранилище и поставим здесь вспомогательные станции для их работы. Угу. Здесь придется как-то схитрить, чтобы максимально эффективно это сделать. Давайте чуть-чуть еще в бок расширим, я думаю. Так будет чуть-чуть. Вот так расширим, допустим. Поставим здесь еще верстачки. А здесь мы уже будем организовывать, так сказать, вспомогательный сектор. А здесь разместим хранилище. Вот такое. Оно только одно может быть? Нет. Значит, вот так сделаем. Разместим, как всегда, побольше дверей в разных сторонах. И вот пока сделаем так. Я бы еще вам советовал, если вы сами захотите поиграть в эту игру, я бы вам советовал заниматься... Я бы вам советовал ставить рядом с производством склад сразу. Небольшой такой складик, чисто как перевалочный пункт. Сейчас я вам покажу, как это лучше всего делать. На мой взгляд, эффективнее всего. Мы поставим здесь небольшой такой складик. Совсем небольшой, нам особо не нужен, гигантский. У которого будет очень простая функция. Это аккумуляция. В нашем случае будет мебели, которая будет производить этот производственный цех. И аккумуляция дерева, чтобы наши рабочие меньше бегали, чтобы они бегали не сюда, а вот сюда, вот так будет у них. Чем меньше они бегают и чем ближе ресурс находится к производству, тем производство будет эффективнее и быстрее функционировать. Я думаю, вам это понятно вполне себе. В этом нет ничего особо сложного. Сейчас мы как раз таки будем это все достраивать. Пока не строят, я хочу вам показать глобальную карту. Здесь на глобальной карте есть свои королевства, есть свои лагеря разбойников, свободные земли. Но до этого нам нужно очень долго еще развиваться, на самом деле. Но в будущем мы сможем собрать армию, напасть на города, захватить их, завассалить, проботить. Вот, и иногда происходят вот такие ивенты. То есть, допустим, у нас произошел сейчас ивент, из-за которого температура упала очень низко. То есть нашим людям будет прохладнее и тяжелее переживать зиму, если у них нет необходимой для этого одежды и необходимо для этого костров, где они могут отогреваться. Пока что у нас вроде всего хватает. 24, вполне себе, пусть пока работают. 24 человека вполне, думаю, нам хватит. Здесь у нас рыбное место строится. Мы сразу к нему сейчас прокинем дорожку небольшую. И в целом наши люди пока, вижу, плюс-минус удовлетворены происходящим. Конечно, им нравятся трупы, но они их сами не убирают. Я особо им в этом помочь, к сожалению, не могу. И сейчас я дострою рыбное место и покажу вам, как это все работает. Также я хочу еще сделать здесь дорогу. Небольшую такую дорожку, чтобы людям было проще ходить и быстрее. Я бы еще хотел здесь воткнуть, наверное, складик. Я могу, конечно, вручную сейчас построить, но игра позволяет делать копирование помещений, что позволит быстрее, что позволит меньше тратить времени на строительство вручную таких незначительных объектов. Все, мы достроили, но проблема здесь в том, что они норовят, я вижу, сейчас сделать, перетащить сюда. И ферма будет производить нам примерно 140 овощей в год. На мой взгляд, это, конечно, очень мало, но я думаю, нам рыбная ферма должна в этом будет сейчас помочь и немножко компенсировать нехватку как раз таки пищи, которую мы выращиваем. Это все можно прокачивать, улучшать благодаря как раз таки исследованиям. Исследование производится благодаря... Здесь в вкладке знаний есть лаборатория. Мы строим лабораторию, там работают наши люди и производят определенное количество очков знаний, которые мы тратим для улучшения или открытия новых каких-либо структур. Пока что у нас получается такое небольшое поселение. Не знаю, насколько у нас пока идет еда. Давайте посмотрим. Мы произвели 33 пищи, потратили 147. Да, мы пока что ходим в такой глухой минус. Рыба нам производится всего 10 штучек, я вижу. Зато 100% рыбное место, что нам дает там модификатор. Давайте я еще попытаюсь поискать где-нибудь рыбные места. Это очень важная тема, на мой взгляд. Ну и давайте дальше будем расширять наши пассивные. Хочу поставить теперь фруктовые сады.
2 штучки. Здесь один фруктовый сад сделаем. Чего недостаточно? Достаточно фермы. Не понял сейчас, почему ты не хочешь. 16 на 16. Давай сделаем тут. Ага. Это я сглупил. На этой ферме нужно строить, точнее сажать деревья вручную. Давайте так сделаем. И все. Сейчас мы сразу возьмем, скопируем это помещение и вот так его разместим. Ну а по контуру, как всегда, мы выроем канальчики. И все. О, здесь мы тоже, я вижу, нашли рыбку. Лишнее мы удалим, чтобы поднять уровень воды. И она нам не мешалась в будущем. А здесь мы уже начнем раскопки. В поисках рыбного места. Здесь у нас наши люди не нашли ничего. Поэтому, я думаю, нет смысла тратить на это время. Давайте это все закопаем снова. Здесь я вижу, у них тоже все очень грустно, пусто. Невкусно. А здесь они, вижу, выкопали более-менее своеобразную такую жилу рыбную. Давайте еще чуть во все стороны покопаем, посмотрим. Прям хорошее, вижу, здесь рыбное место. Прям много рыбки можно. Это хорошо. Давайте сейчас мы это все выкопаем. И посмотрим, как оно здесь будет идти. Это мы все удалим. Просто почему я так сильно заморачиваюсь с поиском рыбных мест и именно рыбалкой, а не фермерством? Потому что, на мой взгляд, и по моему опыту, и большому количеству проигранных компаний, которых я здесь начинал, рыба — это очень хороший источник пищи на ранних этапах, когда у тебя нет еще никаких модификаторов, которые позволяют разогнать фермы. Рыбные места реально спасают, поверьте. Они помогают не умереть людям с голоду. Потому что охота, она не помогает так сильно, как рыбалка, та же самая. Рыбалка реально помогает не умереть нашим людям с голоду. Давайте поставим хранилище. Самое большое, конечно же, по-другому никак. Ну и вспомогательные структуры для повышения эффективности наших товарищей. Большая. Вот такую, значит, поставим. Пусть занимается. То есть вот нам рыба пока принесла, ну, первое рыбное место нам пока принесло всего 48 рыбки. Но здесь работает 4 человека, здесь работает 3, 155. Но не забывайте, что урожай у нас не каждый день. Урожай у нас раз в энное количество дней. То есть в случае с посадкой фруктов там вообще раз в 60 дней или 80 даже. А если говорить про овощи, то там раз в 2 недели, что ли, у нас урожай. В то же время рыба нам стабильно приносит. То есть вот здесь работает 8 человек, и мы получаем уже 20 рыбы в день. Как бы сами посчитайте. То есть уже нам наловили 200 рыбки. Поэтому давайте мы скопируем еще один складик, разместим его вот здесь и сделаем этот склад чисто под рыбу. Чтобы здесь хранить рыбку и не заморачиваться с этим, с едой. Так, это мы все убираем отсюда. Нам это здесь не нужно. Ставим здесь рыбу. Прям по максимуму, спокойно. Здесь мы ставим фрукты и овощи. Чтобы основной склад у нас не был сильно загружен, а вспомогательные помогали как раз таки разгрузить основной склад и увеличили скорость работы рыбаков, потому что им меньше ходить придется для хранения рыбы. И вот, как видите, у нас уже с едой намечается неплохой такой баланс. То есть, и смотреть, мы уже производим 800, то есть вот в прошлом месяце мы произвели 851 и потратили там вроде 700. Вот еще ивент на плохую рыбалку, то есть мы сейчас потеряем в производстве рыбы, к сожалению. То есть вот я говорил, мы выловили в прошлом году 851 рыбу, ну не рыбу, а еды в принципе добыли, а потратили 775 рыбы, ну еды имею в виду. То есть у нас сейчас уже идет накопление пищи, что очень хорошо. Но у этой пищи есть еще одна проблемка. Она портится. То есть скорость порчи у рыбы 100% в год. То есть каждый год мы будем тратить всю накопленную рыбу, если она не будет съедаться вовремя. Что довольно-таки сильно осложняет игру, но это все можно как раз таки убрать с помощью исследований. Коми мы сейчас, думаю, и займемся. Давайте мы в первую очередь изучим, я думаю, что
что же нам изучить, кстати? Давайте подумаем хорошенечко. Длинные горшки, ну, в принципе, нам бы они пригодились в будущем. Давайте откроем керамику. Улучшим работу нашего плотника. И давайте теперь еще на сдачу, так сказать, изучим захоронение. Чтобы не в могильник в общий скидывать людей, а как-то более по-человечески хоронить их. Чтобы у людей поднималось за это настроение, из-за того, что их достойно похоронили, а не как собаку выкинули в канаву. Поставим здесь могилку, здесь мы разместим деревце. Это обязательно, чтобы поднять уровень уважения. Чем больше уважения, тем, как вы понимаете, лучше. Здесь мы разместим, я думаю, цветочное поле. 28 могил вполне, я думаю, нам должно хватить на все. Здесь мы попробуем разместить дерево. Угу. И здесь забьем просто уже вот так, дорожками, тропиночками. Чтобы просто было, ну, красивенько. Здесь тропинка и здесь тропиночка. Пусть строят. Могильник мы оставим на случай непредвиденных каких-то обстоятельств. А пока будем строить... Ага, у нас закончился, я вижу, камень. Давайте мы пособираем его везде, где только можно. Ну и по идее мы пока себя чувствуем неплохо, накопление идет. Это хорошо, можно пока что остановиться с этим. Людей у нас свободных пока хватает. Но, кстати, насчет людей. Вы, наверное, задавались вопросом, как же здесь производить увеличение нашего населения? Ну, как вы видите, можно покупать рабов. В первую очередь на это приходит работорговец, который предлагает купить или продать рабов. Это как вариант. Да, кстати, здесь есть рабство. Я забыл об этом сказать. Рабы менее прихотливые, им нужно меньше для осуществления своих потребностей, но есть риск, что они могут поднять восстание, если их будет слишком много, а у вас будет слишком мало солдат. Но как поднимать население свободных людей? То есть, допустим, мы хотим увеличить количество наших людей. Мы нажимаем на вкладку «Люди», «Население», и здесь есть желающие мигрировать. 16 человек, мы можем их принять, и все. Я хочу поднять количество нашего населения до 75 человек. И теперь они автоматически будут приниматься. Из-за этого будет увеличиваться их потребности. Ну, в плане удовлетворенности их потребностей, потому что существующие структуры уже, скорее всего, не смогут в должной мере удовлетворять их потребность. Будет увеличиваться, как вы понимаете, потребление пищи, но при этом появляются у нас свободные руки, которые можно будет перенаправить в какие-то более важные дела. Как-то так. Не знаю, насколько вам эта игра зайдет. Как по мне, она очень интересная. Самое интересное, на мой взгляд, это когда ты уже заканчиваешь, ну, в кавычках заканчиваешь этап с градостроительным симулятором, когда ты уже строишь мощный, хороший город, и уже переходишь на глобальную карту, занимаешься здесь дипломатией, захватываешь и управляешь отрядами во время сражений. Кстати, сражения здесь выполнены как в Total War, то есть у вас есть определенные отряды, и вы ими руководите, прямо именно передвигаете. Как они должны строиться, разомкнуть строй. Вы должны их оснащать броней, оружием, луками, обучать их и так далее. А на этом, я думаю, эту серию я уже буду заканчивать. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях то, насколько вам сильно понравилась или не понравилась эта игрушка, стоит ли мне продолжать ее, или же заняться чем-то более интересным. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. С вами был Свалхолд, и до встречи в новых сериях.